Я тогда сразу, наверное, немножко про себя расскажу. То есть я уже 14 лет работаю в IT, из них, наверное, где-то половину занимаюсь плотно архитектурой. Первую часть карьеры я потратил в аутсорсе, как и многие из вас, я думаю, вот, где для IBM и Rockwell Automations я строил какие-то вот хранилища данных. В общем, работали мы там во внутреннем IT. Потом я немножко сменил профиль, перешел в продуктовую компанию, называется она Profitero. То есть там данные были непосредственно продуктом, который компания продавала, и дослужился там до chief архитекта. Вот. В это время вот моя команда архитекторов, мы решили поучаствовать в O'Reilly Architecture Kata. Это такое соревнование, которое проводится там раз-два в год, где могут архитекторы помериться архитектурой. Вот, и мы умудрились первый раз это даже дело выиграть. Вот второй раз, чуть-чуть не повезло, заняли мы там только третье место. Ну и еще чем я занимаюсь: я потихоньку пилю курсы. Пока один курс на Udemy, также веду LinkedIn и Substack, и периодически, ну, больше в работе, больше в найме менторю ребят, вот, по возможности. Значит, это про меня, и сегодня мы с вами поговорим про как вообще подходить к выбору архитектуры данных, да, в современном мире. И я вот разбил эту всю тему на 3 вопроса. То есть вообще хочу с вами поделиться своим мнением о том, что современная именно дата-архитектура есть, да, и как мы вот так вот туда пришли, куда мы пришли. Потом попытаться показать, с моей точки зрения, какую же мы сейчас должны решать проблему, да, опять же, больше с фокусом на внутренней IT, нежели какую-то продуктовую разработку. И дальше я вам покажу, какие опции я обычно рассматриваю и как я их между собой сравниваю и оцениваю. Так, что же такое вообще дата-архитектура и в чем она, в принципе, отличается от архитектуры софтварной? Э, Software architecture, оно всегда больше про функциональность, что ли, да, то есть это что-то, что должно что-то делать, да, то есть архитектура данных, она немножечко про другое, да, то есть и вообще она значит довольно разные вещи для разных людей, в основном потому, что термин эволюционировал, в принципе, все последнее время, каждые 5 лет определение, что такое архитектура данных, переопределялось, да. То есть начинали мы с каких-то там простых варихаусов, моделей данных, да, потом мы перешли уже куда-то в какие-то там дата-лейки, да, потом мы перешли уже в какую-то там data governance, enterprise уровни и тому подобное. Итак, что же дата-архитектура для меня? Во-первых, это про бизнес, да. Если раньше мы больше решали некую техническую проблему, да, как нам вообще управлять данными, то сегодня мы как-то меньше на этом фокусируемся. Технологии, слава богу, большинство проблем решили, и теперь мы должны больше сфокусироваться на том, чтобы убедиться, что данные приносят какую-то пользу бизнесу ощутимую, да, и то архитектура, она не какую-то бизнес-задачу на самом деле решает. Во-вторых, теперь, когда мы говорим про структуру данных, мы меньше говорим про таблички, мы больше говорим про организацию вообще процесса управления данными в непосредственно в enterprise, да, потому что данные кто-то вводит, да, кто-то за них отвечает, кто-то должен принимать какие-то решения, да, о том, сколько их хранить, где, когда, зачем, почему. И вот эти вот процессы нужно как-то организовать, как людей, так и системы, да. То есть сейчас, с моей точки зрения, архитектура данных — это про техническую некую систему, да, в которой есть элементы люди, элементы системы, и они между собой должны взаимодействовать. Вот. Третий, наверное, один из ключевых драйверов сегодня — это compliance, да. То есть если 10-20 лет назад у нас не было каких-то таких, законов типа GDPR, да, то сегодня список, ну, пополняется каждый год, да, и чем дальше, тем больше правил, норм каких-то появляется, да, о том вообще, как, зачем и почему данные можно хранить, можно собирать и с какими целями можно их использовать. И задача Data Architecture в том числе как-то ответить на эти вопросы, да. И для меня дата-архитектура сегодня в последнюю очередь это технологии. Вот. И чуть позже я попытаюсь объяснить, почему. Вот. Также поясню, что для меня на сегодняшний день архитектура —
дата-архитектура не является, да, про дизайн моделей, опять же, в меньшей степени про выбор технологий, да, про дизайн каких-то ETL там процессов, дашбордов, да. Просто потому, что это все перешло в разряд дизайна, и теперь есть ожидание, что появляется, точнее, существует класс людей, которых называют дата-инженерами, которые должны решать вот эти технические вопросы, да. То есть, по сути, так же, как software architecture, да, там 20 лет назад Java-архитектор рисовал диаграмму классов, сегодня от сеньор-разработчиков, в принципе, ожидается вот ровно, что он сам задизайнит полностью всю структуру кода, да, а архитектор — это уже про что-то другое. Вот примерно похожая история, на самом деле, произошла и в данных. И именно поэтому определение разное, потому что некоторые люди все еще делают Data Architecture в понимании там 5 лет назад, 10 лет назад, и для них дата-модели — это вообще их основная работа. Ну, так тоже бывает. Вот. Значит, сейчас попытаюсь, рассказать про вот некую такую эволюцию, попытаюсь много времени не тратить. Изначально вот дата-архитектура была про что? Про warehouse, да. То есть есть какая-то задача узнать вообще, что произошло, да, то есть какие-то данные вводились в каких-то там источниках, да, например, в CRM-системах, да, и дальше наша была задача эти данные собрать в какую-то unified форму и построить, значит, бизнес-отчетики, чтобы они могли спокойненько на базе этих отчетиков принимать решения, да. То есть вот в этот период здесь мы фокусировались на моделях, на технологиях, потому что зачастую количество данных было больше, чем технология могла вывести, и поэтому вот нужен был какой-то experience человек, который вот как-то по-умному это все задизайнит, чтобы технология смогла, значит, подтянуть задачу, да. Вот, и дальше как бы обычно вот такая вот система, она превращается вот в такую вот систему, да, потому что одним варихаусом, как говорится, дело не заканчивается. И, ну, тут очень упрощенный кейс, да, где у нас возникает варихаус для каждого региона, да, и потом выясняется, что мы еще купили компанию, у них там тоже свой какой-то варихаус и свой какой-то архитектор. И вот headquarters в серединке стоит, на это все смотрит и такой: а как я вообще узнаю, э, что происходит в моей компании, да. То есть вот мне приносят 4 отчета, как мне их там склеить, как их понять, непонятно, да. И возникает вот этот вот запрос на такую глобализацию, что ли, да, на консолидацию, на объединение, да. И он возникает не только в дата-архитектуре, он, в принципе, возникает как такой челлендж перед каждой компанией, типа, а как вы будете управлять на скейле, да, вот таком глобальном. Вот. И вот примерно в это время, да, появляются вот те самые digital transformation проекты, да, которые про консолидацию там: а давайте мы все запихаем в один CRM, а давайте мы, собственно, все запихаем там в какую-нибудь одну финансовую тулу. И, соответственно, к данным возникает такой же вопрос, да, типа: давайте мы все данные где-то вот в одном месте сохраним, чтобы, значит, мочь ими там как-то уже распоряжаться, да. И вот очень вовремя пришелся здесь Hadoop, потому что он технически позволил эту задачу решить, да, и мы получили наши дата-лейки. Вот, то есть компании начали просто перекладывать, как говорится, с больной с одного места в другое, да, проблему, и у них было месиво в физически разных варихаусах, теперь у них появилось месиво в одном месте, да. И, собственно, с одной стороны, это решило какие-то проблемы, да, и мы смогли построить хотя бы вот тот самый enterprise отчет, для SEO, но по факту проблем добавилось, потому что, точнее, их не добавилось, мы про них узнали, они стали visible. Потому что если раньше мы, в принципе, не могли понять, да, у нас правильная финансовая отчетность или нет, то теперь мы можем построить финансовый отчет, потом Enterprise построить свой отчет. Естественно, они не сойдутся, потому что у каждого своя логика, да, потом приходят маркетологи, сейлы, каждый со своим отчетом, цифры не сходятся, паника, хаос, слезы, непонятно, что делать, да. И обратно эта задача бумерангом прилетает как бы в дата-архитектуру, и теперь выясняется, что нам нужно теперь все равно, то есть дата-лейк дата-лейком, а какой-то уровень consistency нам нужно предоставить, да. И вот постепенно вот эти дата-лейк-системы, да, мигрировали вот в такое вот состояние, которое мы, знаем, да. И получается, появляются вот эти вот самые слои, да, которые
вот где-то в одном из вопросов даже было. То есть появляется некий аналог дата лейка, да, то есть где хранятся просто raw данные, да, дальше из этих raw данных все равно мы пытаемся какой-то integrated вариант получить. Важным здесь моментом является вот эти мастер-данные, да, то есть мы уже вводим какие-то стандартные данные, например, список клиентов. То есть мы пытаемся на нем стандартизировать, да, и заставить всех на него э, создать ссылки в своих данных, да, для того, чтобы потом вот мы могли для одного и того же списка клиентов, да, заджойнить там ссылы маркетинг finance, построить enterprise отчеты, sales отчеты, и они наконец начали сходиться, да, потому что выяснилось, что не сходятся данные в первую очередь потому, что они не интегрируемы между собой, потому что кантри-коды разные, либо, ну, множество причин, да. И вот введение вот этой стандартизации, оно как бы это такая попытка вот наконец решить эту проблему раз и навсегда. И с одной стороны, да, позволить, вот этим вот таким, назовем их, сквозным, да, потоком данных проходить, при этом, как бы, да, давать то, что нужно вот enterprise, да, то есть давать вот эту holistic picture, где все данные между собой хоть как-то соединены, чтобы можно было строить вот этот enterprise отчет и порадовать нашего CEO, да, тем, что цифры у нас наконец сошлись. То есть и вот на самом деле, да, вот в процессе вот этой эволюции, да, мы все меньше обращаем внимание на технологии, да, и все больше обращаем внимание именно на саму структуру, да. То есть вот я использую вот эту картинку как базовую, да. Если вы думаете, что архитектура тут закончилась, на самом деле архитектура здесь только начинается. Потому что вот этот вот синий квадратик, его невозможно запилить одной командой. И возникает вопрос, и, скорее всего, это даже не одна физическая система, да. То есть можно реализовать физически в там, Snowflake, но часто все равно люди там, да, рисуют какие-то там границы, да, и какую-то там часть могут сделать в реляционных базах, например. Вот. И в этом, собственно, и состоит современная дата-архитектура, с моей точки зрения, да, это вот как вот этот пирожок нарезать, да, его можно резать вдоль, можно поперек, можно наискосок, и вот про это мы с вами дальше поговорим, да. Сразу хочу сделать такое важное замечание. Я дата-платформу рассматриваю именно как систему хранения и управления данными, да. То есть, типа, в Holistic Enterprise Picture над дата-платформой еще обязательно должен быть какой-то data governance платформа, да. Это дата-каталог, там, data quality, то есть вот набор тулов для вот этих задач. И он просто интегрируем, но он не часть дата-платформы. И, опять же, да, набор каких-то тулов, техник, там, мест, где будет происходить Data Science и ML, да. То есть, опять же, это Vertex, это SageMaker, то есть, Databricks, наверное, совмещает в себе и то. Но смысл в том, что это немножко out of scope, да, вот моей презентации. То есть здесь я пытаюсь сфокусироваться именно на том, как мы данные должны организовать. Вот. А, Дальше. Typical requirements. Значит, тут опять же говорит, что есть 2 вида требований, как бы 2 таких сферы, да, где этот architecture активно применяется. А, Основная сфера — это именно внутренний IT, да. То есть есть компания, у компании есть куча каких-то операционных процессов, да, есть процесс продаж, там процесс саппорта, и все хотят знать, что происходит, да. И вот стоит задача как-то эти все данные собрать, аккумулировать, построить какие-то отчеты, сделать какую-то аналитику и т.д. и т.п. Да, и есть вторая задача, это вот где я сейчас работаю непосредственно, это когда, данные являются частью продукта, да. То есть вот в Profitero мы реально собирали и продавали данные вот как продукт самой компании. Сейчас я работаю в колл-центре, значит, у нас там есть тоже большой кусок продукта, который позволяет анализировать, что в этом колл-центре происходит. То есть для нас, то есть я сейчас работаю там, где данные — это есть продукт, который за деньги продается клиенту. Там немножко другая история, немножко другие требования. То есть я буду сейчас говорить именно о требованиях с точки зрения внутреннего IT, внутреннего enterprise. Так? Вот. Значит, вот эту картинку, я надеюсь, многие из вас уже видели. Это такой золотой грааль, заветная мечта любой компании — попасть вот сюда вот на кончик, так сказать, на острие, прогресса, да. И, по сути, это такая диаграмма развития аналитики в целом, да. То есть, компании обычно начинают с того, что они пытаются понять, что случилось.
Да, и вот это первое warehouse, они на этот вопрос отвечали. Вот. Дальше мы начинаем двигаться, когда мы поняли, что случилось. Естественный вопрос: а почему случилось вот так, да? Почему не по-другому? Здесь уже какие-то базовые статистические алгоритмы начинают применяться, да, какой-то такой минимальный ML, да. Вот. Когда мы разобрались, что и почему происходит, да, у нас как бы естественное желание возникает: а давайте мы тогда предскажем, а что же случится, да. Самый простой, понятный use case, опять же, у меня из колл-центра, то есть работают агенты, работают в сменах. Нужно предсказывать, сколько нужно агентов на смену. То есть, смотря на то, сколько было звонков там, да, в периодах там предыдущих там лет, нужно предсказать, сколько их будет, чтобы менеджер смог спланировать смену. Вот. То есть вот это пример Predictive Analytics, да. И пример Prescriptive Analytics, то есть на самом деле это, допустим, на какой-нибудь бирже это вообще дело нелегальное, да. Но вот пример, который пришел мне, в Profitero мы пытались сделать продукт, который, по сути, говорил клиенту, то есть мы анализировали качество описания их продукта там онлайн, и мы говорили клиенту: смотрите, если вы поменяете вот это и вот это, то ваше там место в поиске вырастет там на 5 пунктов. Да, и клиент типа шел, что то менял, и оно типа должно было вырасти. Вот, насколько выросло или нет, я промолчу, вот, но идея была в этом, да. То есть это пример prescriptive аналитики, где мы можем сгенерировать вот непосредственно какой-то экшен, да, и сказать, насколько он повлияет на ситуацию, да. Очень мало компаний находится здесь, то есть, по моей оценке, большинство все еще колеблется между вот этими двумя состояниями: what, why, what, why. Иногда, если прям есть очень конкретная бизнес-задача, вот как про предсказание, сколько нам нужно ресурсов, серверов, еще чего-то, да, то есть делается какая-то предиктив, и очень мало компаний доходит до уровня прескриптив. Чаще всего это и вот те самые продукты, да, которые, то есть части SaaS-сервисов, которые, собственно, пытаются продать. Вот. Самостоятельно внутри enterprise я еще ни разу не видел, чтобы вот это кто-то реализовал. Вот. Это один dimension, да, то есть есть некое ожидание от бизнеса, да, и что бизнес хочет получить из данных. Дальше это такой, что ли, common sense, наверное, да, то есть вот данные, то есть к ним есть какие-то такие базовые требования. Вот. То есть данные должны быть discoverable, то есть мы должны иметь возможность данные найти. Да, если мы не знаем, что данные нет, значит их нет. Если мы не знаем, что данные существуют, для нас их не существует. Мы их не можем никак использовать, да. Если мы их нашли, они должны быть понятные, то есть должно быть какое-то описание. То есть, ну, мы сейчас как бы я сейчас немножко про дата-каталог сейчас говорю, да. То есть в идеале мы должны куда-то пойти, где-то их найти, там должно быть какое-то описание, которое мы сможем понять, да, и дальше оттуда, если мы говорим, что да, эти данные нам подходят, мы должны иметь возможность оттуда доступ к этим данным запросить. Вот. Дальше сами данные, они должны быть valuable, то есть, в них должна быть какая-то польза, да. Ну, простой пример: хранить логи 10 лет как бы непонятно зачем, да, то есть нету в этом смысла. Давайте хранить 3 месяца, да, то есть остальные 9 лет и 7 месяцев, ой, 10 ме 9 месяцев можно, наверное, удалить. Вот, но при этом есть индустрии, где это как бы надо, да, потому что compliance, и тогда вот в этом value, да, хранение, потому что нам нужно аудиты проходить. Данным должны верить. И вот это, наверное, самый такой большой бич, работы с данными, потому что, к сожалению, здесь есть вопрос веры, да. То есть люди могут просто сказать: "Я не верю, что эти данные правильные". И нам приходится каким-то образом доказывать, да, нашему пользователю, что нет, наши данные правильные, вот посмотрите. И это большая часть работы дата-архитектуры. Я очень извиняюсь, ребята, мне нужно и ребенку. Мне нужна минутка.
Так, извиняюсь, ребят, я вернулся. Хорошо, про доверие. То есть вот есть такая проблема, да, ее нужно решать. То есть нужно в каком-то виде, да, и каким-то способом пользователю доказать, да, что результатам нашего анализа, да, либо нашим данным, в принципе, можно верить. Иначе они не будут их использовать для принятия решений. И secure, да, то есть если мы говорим про сбор каких-то данных пользователей, да, то они должны тоже, опять же, про доверие, они должны верить, что мы эти данные защитим, да, от какого-то неавторизированного доступа. Ну и тут в secure немножко подмешиваем compliance, и что мы их не будем использовать э, против наших же пользователей, да, что мы будем э, их использовать с теми целями, с которыми мы эти данные собрали. Да, самый простой пример является, вы оставили свой имейл, например, на каком-то ритейлере, да, потому что вы хотите получать на свою почту письма о том, что там доставка идет, да, к вам. Вот. И мисюзом, да, будет вам начать слать какие-то маркетинговые кампании. То есть вы на это не соглашались, вы для этого свой имейл не оставляли, да. И это вот где-то тоже use case между Trustworthy и Insecure, да. То есть вот это то, что нам нужно всегда держать в голове, когда мы дизайним какую-то систему, да, какую-то структуру данных. Вот это те базовые требования, которые желательно удовлетворить. Вот. И дальше мы вот переходим к двум другим задачам. А, Значит, с точки зрения организации, организацию интересует 2 вещи, да: кто who is accountable, who is responsible. То есть accountable — это person, человек, который решает и, собственно, несет ответственность за решение о том, где данные хранить, как долго, э, какие вообще данные нужно хранить, кто будет иметь доступ, как эти данные будут использоваться, да. И, с другой стороны, у нас есть некий responsible person, который непосредственно, да, эти решения должен претворить в жизнь, да. То есть если кто-то решил, что эти данные нужно, значит, собрать и сохранить, значит, кто-то должен пойти их собрать и сохранить, да. Если нам нужно, значит, хранить эти данные 3 года, значит, кто-то responsible за то, чтобы эти данные хранились не дольше 3 лет, да. И вот дата-архитектура, она как бы должна ответить на эти вопросы, да, то есть кто должен принимать решения. И это вперемешку немножко с data governance, но это вот такое совместное мероприятие, вот. И еще у нас подмешивается в это все compliance, который как бы сидит, и, ну, у меня мое впечатление, что compliance всегда сидит и боится, да, а вообще, а нам можно эти данные собирать? А вообще нам можно как-то эти данные использовать? А вообще их можно хранить вот в этой локации, да? И вообще кто может иметь доступ, кто не может. То есть их задача разобраться вообще, что можно, что нельзя. И дальше, с точки зрения комплаенса, мы должны иметь доказательства на все вот это, да. То есть если мы собираем какие-то данные, то мы должны мочь доказать аудитору, что мы собираем только эти данные, никакие другие не собираем, и только для этих целей используем. И вот они хранятся только в правильных местах, и только вот условно правильные люди, да, имеют к ним доступ, и что мы их храним там, да, в соответствии с теми там policy, которые вот мы там придумали, да. То есть вот это вот все, да, и есть, по сути, вот тот набор таких, задач, да, которые нужно решить в рамках дата-архитектуры, да. Вот. И, значит, теперь мы с вами переходим непосредственно к опциям. И тут я для тех, кто читал, вот я попытался немножко из Fundamentals of Software Architecture подтянуть, название и подход. Вот. И первый вариант — это такой layered monolith, да. То есть, мы берем нашу дата-платформу и разрезаем ее по принципу именно техническому, да. То есть, точно так же, как у нас есть там какой-то storage, business logic, presentation, слои, да, также и здесь у нас есть некий слой с сырыми данными, некий слой вот с интегрированными silver curated данными, да, и есть какой-то там presentation, да, где у нас уже лежат непосредственно данные, которые мы готовы представить пользователям. И наиболее, наверно, важным замечанием будет, что вот мы здесь уже переходим в парадигму self-service BI, где не отчет является юзер-интерфейсом, да, а модель данных является юзер-интерфейсом, и отчеты на сегодняшний день в большинстве своем строят бизнес-юзеры самостоятельно, да. То есть наша задача
То есть дата-модель становится дизайн, чуть ли не UX какой-то задачей, да, сделать красивую модельку, которую люди будут понимать. Вот. И, как я уже говорил, в большинстве своем этим занимаются сейчас инженеры, а не архитекторы. А архитекторы должны вот как-то поделить. Вот есть у нас N команд, да, и вот нам нужно распределить между ними как-то зону ответственности, да. И вот один из вариантов — распределить ее вот так, да. Э, Попытаемся дать оценку, да, вот такой архитектуре. Вот еще один момент. Значит, обычно такой вариант, его строят, в самом начале, да, когда аналитика — это что-то такое сбоку, да. То есть это вот те самые компании, где, возникает, вот только-только они возникают, у них какие-то потребности в отчетах, да, и ничего лучше, чем давайте мы просто наймем сбоку какую-то команду, которая нам напилит вот этот вот data lake, условный дата-платформу, что-нибудь, так, чтобы не отвлекать остальных от работы, да. То есть вот примерно такой персепшн. И обычно эта команда, она существует в ветке CRO, и одной из главных задач, этой команды на самом деле является не потратить много денег. То есть CFO, он, в принципе, человек простой, он смотрит, значит, в экселечку, да, видит циферку и говорит: "Почему так много? Давайте меньше". Да, ну, примерно всем, в том числе вот и, этой дата-платформе. Вот. И поэтому расскажу про звездочки. Звездочки, они означают не много-мало, они означают хорошо-плохо. Иногда много — это хорошо, иногда, много — это плохо. Вот. Например, coordination, э, много — это плохо, да. Чем меньше координации, тем лучше, тем быстрее мы поедем, да. Поэтому чем больше звездочек, тем меньше координации. Вот. И наоборот, например, чем, больше, тем лучше — это, ну, например, security compliance, да. То есть чем больше звездочек, тем лучше security compliance. То есть я попытался как-то это выровнять, что ли, в соизмеримые dimension. Вот. Значит, здесь у нас cost to implement, cost to run. Вообще замечательно, низкая какая-то команда, все это в одну большую кучу сложила, все ресурсы shared, вообще не нужно никакой дубликации, все прям супер. Но есть одна проблема: в этой куче разобраться вообще, за что мы там платим, очень тяжело. То есть если вы попытаетесь ответить на вопрос там, а сколько мы тратим на обработку sales данных versus маркетинг данных, у вас будут, скорее всего, затруднения с этим, да. Ну и платформ кост замечательный, ровно ноль, потому что платформа здесь никакая не нужна. Опять же, есть какой-то набор команд изолированных, которые там друг с дружком в своем котелке варятся, они там все что то пилят, ну, какой-то у них shared там сервисы будут, но это как бы их внутренняя проблема, никакой платформы там по определению быть, скорее всего, не может. Вот. С точки зрения delivery, да, time to first value будет замечательно. Это очень легко и очень быстро все дело подымается, да. И как бы первые там пайплайны, первое время вообще все супер, да. Проблемы возникают со временем, да, потому что, как любое монолитное решение, оно рано или поздно начинает, переплетаться, и поэтому blast радиус у нас увеличивается, lead time, да, изменений, да, увеличивается, да, то есть каждое следующее изменение страшнее предыдущего. Вот. И непонятен evolution path, да, из этой системы, потому что как бы мы уже нарушили там все границы, все нормы, нормального вот распределения функциональности, да, либо там структур данных, и, скорее всего, там все уже перевязано, как вот в таком big ball of map. Начинать это все как-то сбоку переписывать. Ну, обычно вариантов особо я не знаю, да. То есть обычно начинают люди строить рядом еще один data lake и постепенно из него переносить, да, все, ну, в той же технологии, но логически как бы отдельно. Вот. С точки зрения команд, то есть эта штука скейлится, но не очень, потому что вот когда мы возвращаемся вот сюда, то вот обычно вот эти 2 части, да, сбор данных и Silver, вот эта вот интеграция — это bottleneck, да. То есть датамарту еще можно как-то отдать разным командам, но вот тут обычно это одна-две команды. Как только мы начинаем между собой тут как-то пытаться это все делить, оно обычно не очень хорошо работает, потому что становится все равно непонятно, а кто за что отвечает. Каждый новый источник данных — у нас экзистенциональный кризис, а кто за него должен отвечать, и решается все периодически подбросом монетки. Вот, то же самое с ownership, да, то есть очень непонятно, кто отвечает. И ownership здесь, там понятно, кто отвечает за какую таблицу, непонятно, кто отвечает за данные целиком.
да, потому что данные, по сути, существуют в 3 местах, и как бы есть 3 команды, и как бы когда данные не сходятся, да, очень непонятно вообще, кто должен их чинить, да, и начинается такое перепрыгивание через забор, перебрасывание, давайте вы почините, нет, давайте вы почините. Ну и это приводит часто к coordination overhead, да, то есть на самом деле любая фича превращается в то, что 3 команды должны работать вместе, да, то есть каждая из них должна сделать свой кусочек, и поэтому как бы все это очень долго. И опять же с boundary, ну, такая же история, да, что все очень непонятно, да, и каждый раз мы должны перепридумывать, и передоговариваться. Вот. И с точки зрения governance, data quality здесь средненький именно вот по причине вышесказанного, потому что когда у данных нет владельца, то, с одной стороны, мы как бы все в одно место сгрузили, то есть, в принципе, мы как-то накостылять можем, да, как-то на, workaround здесь, да, какие-то стандарты применить, но данные нужно чинить там, где их вводят, да, то есть нужно объяснить бизнес-юзерам, как правильно, да, данные ввести, чтобы их не нужно было чинить. И в этой системе это фактически невозможно, потому что, опять же, вот тут вот просто красная стена. Да, то есть вот эти команды, они существуют вообще в другой ветке организационной, от тех же команд, которые там в CIO репортят, и между ними, ну, даже разговоров нет, не то, что там каких-то совместных там проектов, еще чего-то. Поэтому приходится данные workaroundить. Вот observability lineage тут как бы спорно, да, потому что считается, что монолиты, наоборот, как бы их легко там, да, мониторить. И это отчасти правда, их легко мониторить снаружи, но с точки зрения данных нас больше интересует как бы внутренняя структура, и внутренняя структура обычно это каша. Поэтому понять и разобраться, что там, куда вообще, от чего зависит, ну, довольно проблематично. Зато security и compliance здесь самый идеальный, потому что это, по сути, такой вариант сейф, мы, значит, данные взяли, всех спрятали, да, посадили там, группку охранников, которые с этими данными работают. Их обучили, значит, что с ними можно делать, что нельзя, и вообще кайф, да. То есть, в принципе, вот за это можно не беспокоиться. Вот. Но при этом юзабилити как бы от этого, собственно, страдает, потому что обычно в сами данные доступ в таких системах никто никому не дает, да. И обычно бизнес-юзеры, ну, в лучшем случае, получат там модельку в табло. Вот, а непосредственно доступ там потрогать данные, что-то с ними поделать, это, извините, давайте вы нам сделаете тикет, мы вам потом расскажем. Вот, это layer дата платформы. Значит, логично, что следующий вариант, значит, резали мы, поперек, теперь нарежем вдоль, да. То есть это такой вот что-то среднее между модулар, монолитом и такой SOA-архитектурой, где мы пытаемся все-таки уже найти какие-то бизнес-домены, да, и как-то попытаться вот это все end-to-end организовать между ними, между собой, да. То есть в таких системах уже появляется платформа, да, которая обычно строится CDO-офисом, вот. Дальше CDO-офис и Data Governance отвечают вот за вот этот верхний enterprise уровень, да, то есть они должны предоставить мастер-данные, они должны написать правила, полиси, вообще законы, по которым эти данные должны жить, да, в этой платформе. И дальше уже непосредственно команды, которые зачастую будут в структуре этих самих бизнес-функций, да, то есть будет VP of Sales, у него будут там сейлы, и будет теоретически своя техническая команда, которая будет ему делать вот его репортинг, да, какой ему хочется, да. Но при этом следовать общим правилам, чтобы вот этот warehouse в каком-то виде существовал. И то же самое для других команд, да. И вот тут уже как бы появляются, во-первых, больше, то есть, с одной стороны, мы вроде бы часть проблем решили, да, новых проблем мы тут создали. А, Почему? Потому что если раньше мы договаривались там, да, внутри одной команды, теперь нам нужно договариваться между ветками, да, вообще бизнеса разными, да. То есть вот эта система, она уже подразумевает, что бизнес видит данные не просто как какие-то там отчеты, которые надо там где-то подавать, да, а что бизнес видит данные как топливо, да, то есть как вот, типа, ну как мы можем делать продажи, если мы не знаем вообще ничего о наших клиентах, о продажах, то есть, ну, то есть сам VP of Marketing, допустим, или VP of Sales, он приходит, у него есть запрос, дайте мне данные, блин, я не могу решения принимать. Вот когда вот организация доживает вот до такого уровня развития, вот тогда эта схема становится очень реальной,
и появляется запрос у самих бизнес-функций на, так сказать, владение своим каким-то набором данных, и тогда они, получается, являются дата-оунерами, да, то есть они уже те люди, которые accountable за данные, не какие-то чуваки там сбоку где-то, да, у CFO в кармане, а вот непосредственно сам VP of Sales отвечает за все sales данные. И вот тогда, получается, улучшить, да, с одной стороны, да, то есть данные приносят больше пользы, да, потому что вот тут ребята точно знают, что им нужно вот здесь, да, они смогут это дело собрать, ввести, и, в принципе, все data quality issues могут починиться уже в этой системе, да, на самих источниках, да. Но, с другой стороны, если что-то вдруг маркетингу нужно от сейлов, а сейлам от маркетинга, то это превращается обычно в такую длинную, долгую дискуссию, не говоря уже про finance, да. Вот, значит, попытаемся мы это дело оценить. Тут, то есть это такой самый, что ли, оптимальный вариант, да, то есть средний cost to implement, средний cost to run, то есть уже мы можем какое-то, да, распределение костов делать, да, и уже появляется, то есть уже платформ кост не ноль, поэтому, то есть, но при этом он еще не заоблачный, то есть какой-то базовой технологической платформой и набором правил можно обойтись, для того, чтобы команды смогли здесь оперировать, да, и какую-то пользу бизнесу приносить. Вот. Э, Значит, с точки зрения delivery, да, ну, очевидно, что здесь нужно чуть-чуть поработать. Перед тем, как такую систему запускать, нужна платформа, да, то есть потратим время на ее создание. Вот. Зато change lead time как будто бы быстрее. Потому что вот особенно в рамках, да, вот этого вот горизонтального пайплайна, изменения довольно просто и понятно делать. Опять же, за счет того, что мы как бы, да, данные собрали в какие-то кучки во всех зонах, да, то появляется какое-то понимание о интерфейсах, да, то есть условно sales данные, например, да, вот здесь, да, то есть они знают, что эти данные идут и в enterprise, и в маркетинг, и они как бы уже должны эти данные рассматривать как их API для других команд, да, и, ну, иметь какой-то там план, чтобы это не сломать и чтобы как-то релизить изменения туда хоть минимум, эволюционное, да. Поэтому change lead time как будто бы, э, лучше, и blast radius как будто бы из-за этого меньше. Опять же, потому что у нас есть чуть больше понимания о взаимосвязи, да, то есть какие данные где кем используются на таком более higher левеле. И отсюда, ну, прямой понятный эволюционный путь, да, потому что мы всегда можем, как говорится, из этой схемы как-то это еще на меньшие кубики поделить, да, вертикально это все порезать, вот, и вообще это все дело, ну, собственно, да, заскейлить. Вот. Э, вот, да. И от этого, собственно, и team scalability здесь гораздо лучше, да, потому что, ну, сюда можно нагнать прям нормально так команд. Вот. И ownership, опять же, понятен, то есть можно это по бизнес-доменам поделить, внутри бизнес-доменов поделить это по зонам, и прям все всем понятно, да, кто за что отвечает. Coordination overhead все еще присутствует, вот, но boundary quality зато довольно высокий. То есть, опять же, примерно понятно, где, что, как и почему. А, Собственно, я уже как сказал, что поскольку можно здесь, да, наконец на источниках чинить какие-то данные, то data quality такой системы, оно выше. Вот. Observability и lineage, с моей точки зрения, тоже выше, потому что понятнее, что там где, куда происходит. Security compliance ниже. Опять же, по причине того, что тут очень важно обучить очень большую кучу людей, особенно со стороны бизнеса, да, вообще, а что такое compliance, и что есть какие-то законы, которые, типа, нельзя нарушать. Вот, к сожалению, немногие вообще в курсе, что они существуют и что вообще-то как-то их касается. Вот. И юзабилити этой системы, оно, ну, на порядок выше, чем предыдущие, потому что здесь у нас напрямую данные создаются для напрямую вот пользователей, да. То есть если вот мы когда-то мечтали об agile, то вот он так выглядит, да. То есть у тебя пользователи, по сути, в той же самой команде, что и, собственно, производители. Вот. И они там между собой как-то договариваются. В общем, мир, порядок, дружба. Вот. И дальше Distributed Data Platform, он же Data Mesh. Вот. Я очень много здесь говорить не буду, потому что очень редко это имеет смысл для именно IT внутреннего.
Объясню почему. Потому что это очень больших требует инвестиций с точки зрения платформы, да. То есть и очень высокий уровень культуры данных должен быть в организации. То есть все должны прямо без данных не могут прожить и дня. То есть если есть все еще, да, вопросики о том, что: "А зачем мы как бы все сами тут что то порешаем?" То есть как бы данные: "Нет, спасибо, нам не нужно". Вот, то есть очень-очень тяжело перейти вот в эту схему, да. Но она, очевидно, самая scalable, самая modern, самое-самое-самое, да. И сюда понятно, как прийти сюда из вот этой картинки, да, то есть плюс-минус понятно, как сюда попасть. Вот, поэтому большинство, компаний из моего опыта, которые достигли какого-то успеха, они все же вот останавливаются здесь, да. То есть это good enough для большинства случаев, да, и вот это уже для каких-то особенных, компаний, либо для продуктовой разработки. Вот. Значит, главным блокером, да, здесь является, что здесь принципиально мы пересматриваем вообще отношение к то, за что отвечает, да. То есть, так же вот, как невозможно микросервисы применить без реорганизации команд, вот так нельзя применить Data Mesh в организации без реорганизации бизнеса самого, да. И, ну, понятно, никто реорганизовываться не хочет, и как бы как техническая инициатива мой совет: не начинайте. Вот. Единственное, что я в реальности видел, имплементировано в виде датамеша, это вот элементы мастер-дейта, да, то есть вот, сами мастер-данные в предыдущей схеме могут существовать по принципу дата-продуктов. Вот, они могут иметь версии, там, да, и там иметь конкретное там quality и все остальное. Э, Заставить бизнес-юниты что то такое делать, ну, пока вот у меня сейчас на работе как раз таки идут такие разговоры. Э, ну, пока дальше разговоров дело не заходит, вот. Потому что upfront investment здесь нужен просто огромный и очень-очень-очень долго до первого value, собственно. И мы уже постепенно переходим вот к варианту, да, экономики, да, что очень дорого запилить, очень дорого это все дело ранить, просто потому что нужна платформа, да. То есть не имея платформы, вообще не стоит сюда лезть. Нужна куча автоматизации, нужен уже Data Ops, да, чтобы был применен, да, чтобы мы могли релизить данные как, ну, версиями, да, какими-то. То есть там еще разобраться, что это такое, как говорится. Вот. Очень понятно зато, где что, почему. Потому что вся инфраструктура плюс-минус продублирована, да, то есть данные мы не пытаемся шарить, наоборот, мы говорим, что нет, давайте создавать дата-продукты, если нам нужно изнести изменения в один дата-продукт, давайте мы сделаем второй дата-продукт, да, который будет отвечать этим требованиям. И вот так вот мы плодим, собственно, эти дата-продукты, они там своей жизнью живут, у них свой лайфцикл, да, какие-то мы сансетим, какие-то мы новые создаем, и это все, конечно, очень классно звучит на бумаге, но, в реальности для внутреннего интерпрайза, ну, я пока не видел вот такого железного юзкейса, где бы это вот было нужно. Вот. И мы переходим к delivery, times to first value очень далеко, да, то есть нужно какой-то большой процент данных иметь вот в этом формате дата-продуктов, чтобы реально почувствовать, что, блин, классно, да. Какие-то там, не знаю, 3-5 дата-продуктов из 150 вы сделаете. Ну, как бы замечательно, молодцы, но на эффекта это не принесет особо. Change lead time, опять же, за счет принципов, да, оно просто космическое. Всегда можно выпустить просто новую версию дата-продукта, дать людям смигрироваться. То есть, в принципе, никто не заблокирован никем, потому что есть всегда опция просто зарелизить новый дата-продукт и пойти дальше, а этот поставить там on hold и всем сообщить, чтобы они переключились, да. И они там сами тоже постоянно мутят эти новые дата-продукты, они новый дата-продукт будут делать, они сразу на новый переключатся, и типа вот раз-раз-раз, и все должно получиться. Вот, опять же, blast radius of change, он меньше, но все равно есть, потому что, ну, все равно людям как бы приходится мигрировать, да, со старых версий на новые версии. Вот. И вот отсюда как бы evolution path как бы вот он непонятен, потому что особо не придумали еще ничего лучше, условно лучше, да. И, ну, наверное, можно куда-то эволюционировать, но как бы сама уже платформа, она, в принципе, в таком состоянии, самоподдерживающимся, да. То есть типа люди, которые говорят, что у них есть дата mesh, как бы, а он как будто бы такой живой получается, он сам себе там
перерабатывается, да, и в новые какие-то формы, образуется. То есть с точки зрения команд вообще супер, да. Можно нагнать столько команд, сколько надо продуктов, сразу понятно, кто кем там, да, какими данными владеет, да, coordination overhead минимальный, потому что у нас вообще все через API какие-то сделаны, да, все задокументировано, все классно. Boundary, опять же, да, все данные там изолированы внутри продукта, есть какие-то определенные оговоренные интерфейсы, через которые эти данные можно получать. Вот, прям вообще огонь. Data quality как результат тоже должна быть выше, потому что для того, чтобы опубликовать дата-продукт, ты уже из коробки, да, по data mesh должен, соответствовать каким-то стандартам, да, которые опубликованы. То есть это твоя задача в рамках, того, что ты делаешь этот продукт, убедиться и посчитать его data quality и запаблишить это вместе с продуктом. То есть ты, по сути, паблишишь сами данные и, типа, их какую-то стату, да, вот по каким-то там бенчмаркам, которые Data Governance предоставил. Observability, lineage, супер, юзабилити супер, security and compliance, как бы вот тут, вопросики, да, потому что, ну, если это все дело запустить, я прямо вижу, как это превращается в одно большое месиво, да, такой хаос, анархия. И, в общем, есть у меня сомнения, да, что на скейле как на скейле обеспечить security и compliance. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть как бы оно все по дефолту, вроде как все по дизайну, да, а как добиться так, чтобы это реально соблюдалось, и чтобы левые люди не получили доступ куда не надо, когда куча-куча мелких движущихся частей. Ну, вот не очень мне понятно лично, вот. Но, наверное, способы придумали. Вот, на этом наш доклад закончился. 47 минут. Я такая минутка рекламы, да. Я веду LinkedIn, веду Substack. Если кому-то интересно, можете на меня подписаться. Также подпишитесь на Hearts of Skills, да, если еще не подписаны в LinkedIn, в Телеграме. Вот. Теперь перейдем к вопросам. Первый вопрос. Каким образом выбирается архитектура хранения данных, когда их очень-очень много? Если компания обслуживает десятки миллионов человек в формате экосистемы. Э, Мой ответ таков, что объем данных вообще, с моей точки зрения, уже на архитектуру не влияет, да, то есть, ну, на какой-то выбор технологий, да, определенно он влияет, но на структуру может повлиять только то, что, ну, если у вас там объем, в смысле в ширину большой, да, то есть у вас там миллион таблиц, ну да, придется задуматься, как их там как-то организовать, чтобы понять вообще, где какие и зачем. Если у вас 3 таблицы, каждая по 100 петабайт, ну окей, у вас всего 3 таблицы, как бы вот нужно технические какие-то инженерные проблемы порешать, но это уже out of scope для архитектуры, с моей точки зрения. Вот, и тут как бы важно понимать, то есть, судя из вопроса, да, мы уже говорим не про IT, мы уже говорим про какую-то продуктовую разработку, да, где есть какая-то, система, да, которая обслуживает каких-то клиентов, да. И вот, ну, как я уже говорил, что я в этом докладе как бы эти темы опустил. Там очень сильно зависит от что за задачу мы решаем, что клиенты хотят, и там может быть миллион вариантов. Поэтому я тут, наверное, скипну, прямой ответ на этот вопрос. Может, есть автор вопроса, он какой-то дополнительный контекст может дать, но вот пока так. Так, ну, видимо, автора у нас нет. Хорошо, пойдем дальше. Это вторая часть этого же вопроса, да, как влияет на выбор архитектуры данных перспектива применения, ИИ. Вот мой ответ будет практически никак. Э, Влияет на форму, не влияет на содержание, что говорится, да. То есть понятно, что для человека удобно сделать старт-схему, для ИИ удобно сделать там какую-то там, не знаю, флэт-табличку, но это вот про UX, да, это про то, в какой форме эти данные будут представлены пользователю, да. С точки зрения архитектуры вот мы с вами уже перечислили, да, требования, что они должны быть там понятные, качественные, вовремя и вот это вот все. И как бы если они таковы, то AI будет доволен, да. То есть если они некачественные, там, да, неправильные, еще чего-то, то garbage in, garbage out, да. То есть и это требование исходит как от людей, то есть они хотят нормальные данные на вход своих решений. Такие же примерно требования и у AI. Он тоже хочет, правильные, хорошие, качественные данные, да, чтобы
принимать решения на основе реальных, фактов. И, может, есть автор, есть какой-то follow-up вопрос? Хорошо. Где найти чек-лист? Как понять, насколько, в каком объеме необходимо и достаточно иметь архитектуру данных в enterprise? Вот, ну, во-первых, спасибо за идею. Нет, не знаю я такого чек-листа, надо сделать. Вот, я бы этот вопрос рассматривал с 3 э, сторон. То есть вот 1 это организационная часть вообще, то есть что, ну, что, какая задача стоит перед компанией, ей данные, чтобы что, да. И вот тут мы вспоминаем про, значит, золотой грааль, да, и вот эту вот эволюцию аналитики, да. В зависимости от того, в какую точку мы целимся, вот примерно столько нам вот эта архитектура и нужна. Ну, чем дальше, тем больше. Вот. Затем очень важно понимать, вообще культуру компании, да, то есть насколько внутри компании данные являются вот критическим ассетом, да, насколько менеджеры, да, хотят иметь данные для принятия решений. То есть если менеджерам, в принципе, эти данные нафиг не упали, они вообще лучше всех знают, у них вообще опыт 25 лет, и вот это вот не надо мне вот это вот показывать, то, ну, тогда, наверное, не очень нужна там дата-архитектура какая-то, да, то есть вот. Но ежели данные действительно являются важной частью вот непосредственно процесса операционного внутри компании, да, что без данных решение приняться не может, тогда да, тогда нужно в это инвестировать, да, для того, чтобы эти данные сделать вот доступным каждому, да, чтобы кому они нужны, он мог быстро и точно найти, что ему нужно, и принять нужное ему решение на основе этих данных. И compliance, да, то есть если вы работаете с какими-то данными, которые требуют особого отношения, например, ну вот возьмем, да, HIPAA, да, то есть там и у меня было удовольствие в IBM поработать в их бизнес-юните, который называется Watson Health, и они как раз-таки занимались вот тем, что пытались допилить Google Cloud до состояния, когда он HIPAA compliant. И мне пришлось прочитать, на 600 страниц документ, объясняющий, что такое HIPAA, что там можно, нельзя делать. Да, я вот, ну, неделю примерно сидел над ним, читал, потом еще сдавал какой-то тест для того, чтобы меня допустили вообще туда с ними поработать. Вот. Ну, это вот к слову, да. И понятно, что там требования к данным, к дата-архитектуре и чё там, как, куда хранить — это как бы, ну, отдельная совсем история, да. Если вы просто вот как в Профитера мы качали публичный интернет, то как бы вообще все равно, да. Ну, то есть никаких требований нет, мы качаем публичный интернет. Никаких, даже копирайтов нету, они же это постят, ну, просто онлайн. Любой может перейти и посмотреть, вот. И вот вообще мне очень нравится вот то, что я написал, спич от, Грегора Хахпе. Вот, он Chief Architect, Enterprise Architect, но это тоже применимо и к данным, да. То есть все то, что есть применимо для enterprise архитектуры, оно применимо для IT в целом, и данная часть IT, да, очень часто. И вот он очень хорошо объясняет вот про ту же самую эволюцию, да, самой компании, да, в зависимости от того, куда репортить CIO, какие требования стоят перед IT, перед enterprise архитектурой, и можно туда же, значит, архитектуру данных, подклеивать просто потому, что мы просто часть большей вот этой enterprise, архитектуры. Вот и все. В общем, советую посмотреть. Я очень люблю даже пересматривать иногда. Есть какой-то, может, фоллоуап на этот, вопрос? Раз, 2, 3. Э, Фоллоуапа нет. Как вы используете ИИ в выборе архитектуры? Вот на этот ровно вопрос ответ никак. Потому что выбор архитектуры — это про принятие решений. Я считаю, что LLM пока к принятию решений не готов. Вот. По крайней мере, то, что нам доступно там в форме ChatGPT или еще чего-то. И вот основной мой аргумент, что 80% при выборе архитектуры — это разговаривать с людьми и понимать вообще, чё нужно, да, а не там, не знаю, рисование картинок или там выбирание технологий, да. То есть самая важная часть — это понять, а что нужно, а что не нужно, да, какие вообще какую проблему мы решаем. Вот. При этом в работе именно архитектора я и пользуюсь регулярно. Во-первых, это написание документов, потому что, ну, я работаю с 6 командами, то есть примерно там 40 плюс человек.
я не могу всех собрать на митинг, да, поэтому у нас есть культура именно, письменных документов, да. То есть продукт-менеджеры, да, напишут какой-то фичер-документ, который я должен прочитать, понять, вместе с командой там обсудить. Ну и я тоже пишу какие-то документы, какие-то предложения. Э, Артём, если хочешь присоединиться, то присоединяйся к разговору. Я немножко не понял твой комментарий. Вот, сейчас я договорю. Да, то есть я на самом деле считаю, что делать summary документов — это bad practice, да. То есть я в основном делаю summary документов. Это когда нас policy заставляют читать на 100 листов. Вот, я обычно делаю summary, чтобы он мне рассказал, вот. А когда это feature document, ну, это просто нечестно, нужно реально понимать, что там хотят. Иначе можно упустить важную деталь. Вот, значит, изучение новых для меня вопросов, да, то есть, ну, примерно то, что раньше гуглили, теперь можно обсудить с AI. То есть это не до конца заменяет Google, я все равно еще гуглю, но, конечно, очень много, с AI, скажем так, обсуждений тоже ведется. Вот. Очень полезно, когда я вот не знаю, как подойти к задаче, проблеме, да, просто получить какой-то вот этот initial list, да, вообще, куда смотреть, с чего начать, просто чтобы вот как-то свой кругозор чуть-чуть расширить. Тоже очень полезно. И вот я в отпуске сейчас попрактиковался, но я вот планирую и в работе начать пользоваться. У нас наконец купили Copilot. И да, то есть надо садиться, что-то пробовать самому, делать какие-то прототипчики, еще что-то, да, чтобы тоже знать, как говорится, о чем говоришь. Вот, потому что для архитектора очень легко потерять связь с реальностью, потому что, ну, вот, кодить не приходится, да, приходится полагаться на разработчиков, полагаться на их обратную связь. И вот все-таки нужно выделять время и что-то пописать, либо хотя бы попробовать. И как бы, поскольку это не продакшн, то вполне можно запрячь Copilot, чтобы он тебе что-то там написал, проверил, потестил. Вот. Есть такой план, по крайней мере. Давайте сюда тогда какой-нибудь еще фоллоуапчик. Артем, что-то ты хотел нам сказать? Да, я именно хотел сказать, что, когда под тикетом "Джиры" с описанием задач есть, большая переписка, то как раз вот ИИ помогает не забыть какие-то или проверить себя, что не забыл через суммаризацию каких-то моментов, которые писали. Вот, да, кстати, спасибо, что ты про это напомнил. Я здесь принципиально именно выбрал, вот именно с архитектурной, то есть как архитектора задачи. То есть, например, у нас есть Gemini, то есть мы пользуемся Google Workspace, и, ну, Gemini Notes — это божественно. То есть я на самом деле стал ходить гораздо реже на митинги, потому что я могу прочитать Gemini Notes, и, в принципе, я побыл на митинге. То есть я за 10 минут могу часовой митинг, просмотреть, да. Если очень нужно, я могу пойти в транскрипт и посмотреть, о чем там люди говорили. И, ну, если я там не нужен с точки зрения там, да, дискуссии или принятия какого-то решения, или какого-то инпута, это просто мне нужно знать, что они там решили. Но это просто гениально. И в "Слаке" тоже у нас сейчас есть summary button, тоже треды, да. Заходишь в incident room, да, там тред на 150 сообщений. Жмешь summary, да, узнаешь, в чем проблема. Это просто замечательно. Но это скорее такой general, productivity tools. Я здесь пытался именно с точки зрения архитектора, как-то выделить часть, которая вот отличается с моей точки зрения. Супер. А, так, если не будет, фоллоуапов, то тогда мы поговорим вот про этот интересный вопрос, да. Каковы, то есть это все вот такой один большой вопрос, то есть у меня даже ответ не влез на слайд. Каковы современные тенденции технологии в построении озер данных для госсектора? Ограничения таковы, что ресурсы строго ограничены, может не быть доступа в интернет, разрешен только open source, требуется рабочая замена мины О, потому что он платный. Опять же, решение бронзы, silver, gold, да, не подходит просто потому, что нету места. Э, При этом данные могут приходить, в разных форматах, и, в общем, все не очень понятно, да, как с этим жить. Значит, мой респонс интуитивный такой, что если у нас есть ограничения с местом, то Data Lake, в принципе, невозможен, потому что, собственно, в концепции Data Lake базово, да, у нас лежит возможность бесконечно хранить бесконечное количество данных.
То есть как только у нас появляются ограничения по месту, ну, Data Lake тут уже, в принципе, с моей точки зрения, невозможен, да. То есть мы все еще, может быть, у нас неструктурированные данные, мы все еще, может быть, хранить их будем на файловой системе, да, окей. Но вот это уже не Data Lake, то есть это уже, значит, какой-то warehouse, да, потому что вот все архитектуры warehouse, они как раз-таки э, придуманы в рамках вот этого констрейнта размера сервера, размера базы данных, да. И вот, наверное, нам что-то подойдет оттуда, да. Дальше возникает вот вопрос, что, наверное, это что-то должно быть распределенное. Хорошо, да, то есть если не Min.io, то мне сразу приходит на ум как бы Hadoop, да. То есть если вам нужен open source, для того, чтобы хранить большие объемы данных, да, на он-преме, то, ну, как бы Hadoop, пожалуйста, пользуйтесь, да. Не хотите ставить целиком Hadoop, можно поставить Kubernetes, и есть такой проект, э, даже, наверное, несколько есть имплементаций Hadoop on K8s, да, то есть, в общем, пиши, если очень нужно, напишите в LinkedIn, я даже ссылку скину на тот, который я трогал, который реально запускался несколько лет назад. Вот я что то игрался с этим. Вот, есть другие тулы, там, например, то, что мне еще приходит в голову, есть такой тул Nuba. Но OBAA, да, тоже, прикольная тула. Ее задача в том, чтобы замаскировать вообще cloud storage. То есть она из одной API-шки может раздавать данные из S3, из Ажура, и еще она умеет делать тоже локальные файловые, хранилища. Вот, то есть, ну, какой-то вариант, в общем, распределенного хранилища, да, вместо минулого. Окей, допустим. Дальше хорошо. Есть у нас ограничения по сториджу, значит, есть ограничения по компьютеру. Правильно? Вот. Значит, логика здесь дальше такова, что, ну, раз мы не можем сохранить данные как есть, строить какие-то слои, придется их чистить на лету, и, значит, компьютера надо будет много. Да? Если мы, опять же, в условиях ограничения компьютера, это значит всего лишь, что мы не сможем запускать 100 джобов одновременно, придется запускать один процесс за раз. Да? Опять же, возникает вопрос, а сможем ли мы все сохранить в памяти, или в памяти, или придется прихранивать. Придется прихранивать. Значит, скорее всего, нам наши вот эти, то есть у нас уже первый такой триггер появился, да, то есть вот у нас есть терабайт, да, и нам нужно вот понять, что окей, вот столько мы выделим под данные постоянные, но все равно нужен какой-то объем данных временных, которые, значит, мы сможем сбрасывать из компьютера и забирать обратно. Окей, и вот это все в итоге приводит к системе, да, в которой, по сути, мы просто говорим, что мы не можем обновлять данные с той частотой, с которой они нужны. Да, то есть, в принципе, можно, да, в такую систему накачать на вход там и 100 терабайтов, а сохранить 1 терабайт, да. Но просто мы будем их обновлять 100 дней. Ну, вот как-то так, да. Мы будем брать каждый терабайт, его обрабатывать и сохранять там какую-то его часть. Да, Максим? Так, я увидел руку. Можешь говорить. Да-да, слышно? Да, слышно. Да, сори. А, Тут важно уточнить, что если мы не можем разгребать данные быстрее, чем они поступают, то, наверное, эта тоже концепция не имеет никакого смысла. И вот вы с этим вот, собственно, есть вариант, да, что задача оптимизации нерешаемая, да, потому что, то есть по всем сторонам констрейнты не сходятся, да. И, ну, тогда, ну, это нерешаемая задача. То есть задачи могут быть нерешаемыми, да. То есть, и, например, если у вас есть 3 сервера, у каждом целых 2 гигабайта памяти и 1 ЦПУ, ну, терабайт информации вы за день не обработаете никак, правильно? И, ну, вот просто это нужно, то есть мой здесь совет будет проделать это упражнение, да, то есть понять, вот сколько данных на входе, с какой скоростью мы их реально можем обрабатывать с тем компьютером, что есть, чтобы, да, только часть этих данных сохранить, и вот попытаться эту формулу составить, да, и посчитать, сколько вам реально нужно ресурсов, и если они у вас. И если вот формула не сходится, ну, блин, ну она не сходится, значит, надо принимать какие-то жесткие решения, да, то есть, ну, значит, какие-то данные нужно обновлять вообще раз в месяц, например, да. Ну вот, то есть это вот уже условно к бизнесу, да, нужно возвращаться и показывать эту ситуацию, и как-то обсуждать варианты решения этой проблемы. Вот, потому что технически она не решается, формула не сошлась, да. То есть за
то время, за которое нужно, вот тот объем, который нужен, невозможно обработать, вот используя те ресурсы, что у нас есть. Ну, как-то так. То есть тут только что показать проблему. Вот единственный совет, который я могу дать в этой истории. А может и сойдется, кто знает. Надо считать. Вот. Есть еще фоллоуап, вопрос, комментарий на эту тему? Окей, раз, два, три, идем дальше. Нужно ли детально прорисовывать архитектуры данных до начала проекта, при реализации проекта, если требуются изменения, касающиеся ядра проекта, что вы делаете? Мой стейтмент таков, что детально прорисовывать архитектуру не нужно, наверное, никогда. То есть в этом нет никакого практического смысла. Что нужно сделать? Нужно понять, какие решения потом тяжело менять. Да, вот ровно про там, я не очень понимаю, что значит изменения, касающиеся ядра проекта, да, но там условно выбираем базу данных, да, потом ее поменять будет тяжело. Да, поэтому, наверное, надо немножко подумать, какую все-таки нам выбрать, да, чтобы ее там раз в спринт потом не менять. Выбираем, да не знаю, язык программирования. Выбираем, ну, это тоже на самом деле такое решение, да, существенное, потому что переписать потом вряд ли нам дадут что-то, да, и нужно попытаться хотя бы выбрать тот, который для задачи, а не тот, который удобный и нравится. Вот. Э, То есть что делать, когда, например, мы уже в процессе выяснили, что наше решение, которое вы приняли, оно, в общем-то, оказалось, не то чтобы неверным, да, то есть это редко, ну, то есть это, обычно неверные решения принимаются implicitly, в смысле, что мы что то сделали, а потом такие: "Ой, блин, надо было подумать". Вот. То есть если мы сели и подумали, и на тот момент вот это решение оказалось правильным, а через год выяснилось, что, ну, что-то там, да, поменялись условия, еще что-то, и оно стало невалидным, это окей. Значит, нужно его пересматривать, и дальше нужно, опять же, возвращаться к бизнесу и объяснять, что вот ввиду такого, да, в этой ситуации, да, для того, чтобы сделать то, что вы хотите, нужно вот поменять вот это и вот тут. И на это нам нужно время, да. Если мы это не поменяем, то будет так-то, так-то, да. И дальше, ну, они решают, да, они, как говорится, заказывают музыку, а мы, собственно, танцуем. Вот. И, ну, если правильно объяснить, то из моей практики как бы люди все адекватные, да, никто не хочет стрелять себе в ногу. И как бы обычно находится компромисс какой-то, да. Но вот опять же очень часто задачей архитектора является ровно вот это, да. То есть вот взять эту информацию, обработать ее и объяснить вот людям, принимающим решения, да, собственно, чё мы от них хотим, да, что нам нужно, да, то есть почему они вообще должны об этом озаботиться, да, и там тратить какие-то деньги, да, на какой-то там рефакторинг. Ну, с чего бы вдруг? Сразу же, как бы, когда ты приходишь, говоришь: "Мне нужно что-то зарефакторить", это ж сразу звучит, что ты накосячил. И что теперь нужно теперь ты хочешь свои, как говорится, косяки исправить, да? Но чаще всего это не так. Никто не косячил, просто изменилась ситуация, и вот нужно вот эти вот отношения построить с коммерческой командой, с людьми, принимающими решения, да, их научить вот этому зачастую, что да, у нас изменяются требования, и поэтому если что-то меняется вот тут, значит, что-то меняется вот тут. И это как бы есть взаимосвязь. И как только они это осознают, обычно разговоры становятся более приятным. Вот. Ну, такой у меня вот опыт, и я стараюсь этому следовать в работе. Есть какой-то фоллоуап вопрос? Хорошо. И, по-моему, это был последний вопрос. Вот. Мы уложились в час и 10 минут. Замечательно. Может, какой-то вживую есть вопрос? Еще можем чуть-чуть пообщаться.
Было настолько все понятно или настолько, я не знаю. А вот вопрос в чате есть, извините. Как решается проблема с пересечениями в Data Mesh? Можете привести пример, кто за что отвечает, кому принадлежат общие дата-продукты, какой подход к моделированию используется в Data Mesh, Data Vault? Э, Так, много вопросов, все подряд. Ну, Data Mesh по определению с пересечениями проблем нет, потому что каждый дата-продукт — это юнит, да, и дата-продукты могут иметь похожести, да, то есть они могут один из другого образовываться и содержать какой-то набор данных, который как бы условно дублируется, но в этом как бы суть мероприятия. Поэтому я не уверен, что это баг, а не фича, да. Э, Пример, кто за что отвечает. Ну, вот я могу привести пример из своего колл-центра. Вот я пытаюсь применить, вот эту вот практику source aligned, customer aligned данных. То есть source aligned является внутренняя операционная данная самого колл-центра. Значит, там задача оптимизировать максимально перформанс, да, то есть там нужны такие данные. Там, во-первых, у них требования к данным, у них нету задачи хранить никаких исторических изменений, да, то есть у них данные сугубо вот есть звонок, у него есть статус, да, вот он либо сейчас, вот прямо сейчас происходит, люди говорят между собой, либо кто-то трубку повесил, да. И вот что было до того, как кто-то трубку повесил, вот операционные данные, source line дата-продукты особо не интересуют, да. И дальше мы вот здесь делаем прям по книжке из domain-driven дизайна. У нас, значит, вот там все поделено на домены. Это все генерирует ивенты, да, и у нас есть прям огромные стейт-машины, которые через ивент-сорсинг восстанавливают состояние, что там происходило в колл-центре уже в историческом формате. То есть вот это aggregate, да, из data mesh, да, то есть вот эти aggregates, да, они эти все данные аккумулируют, строится вот такая историческая сводка, да, что там происходило на этом звонке, там, да, кто позвонил кому, куда, сколько они там между собой болтали, кто какие кнопки жал, там, вот это все. И дальше вот эти данные, да, сагрегированные, уже переходят дальше, отправляются в аналитические системы. У нас есть real-time репортинг, есть historical репортинг, данные какие-то. То есть суть в том, что очень неправильно с моей точки зрения, да, говорит, не хочу arrogant звучать, что у дата-продукта есть модель данных. Например, у нас большинство дата-продуктов — это вообще Kafka Messages. То есть там, да, есть JSON-схема, да, вот есть Kafka Message — это дата-продукт, да, это вот набор ивентов, который этот домен генерит, когда там что-то происходит, вот это дата-продукт. То есть вот тут важно понять, что это продукты, это не вот не модельки данных какие-то в табличке, да, это не репортик какой-то, это вообще может быть любой, данные могут быть в любой форме, форма не важна, да. Важно к ним относиться как к некому юниту с каким-то оунером. И вот получается, что оунит, значит, source aligned данные оунят команды, которые их производят, да, то есть непосредственно команды, которые разрабатывают колл-центр. Их задача, да, выплюнуть вот из их бизнес-логики, да, ивенты о том, что там происходит. И вот они 10 лет, да, были не в курсе. Вот когда пришел я, мне пришлось год потратить, чтобы им это объяснить, да, что это вообще-то их ответственность. Да, это не аналитика как бы что-то там от них хочет, а это вообще их как бы задача такая. Вот, и без этого их функция бизнес не имеет никакого смысла, если мы не можем объяснить, что там происходит. Вот. Дальше есть команда. Вот пока что команда, возможно, команда, которая владеет этими aggregates, да, то есть вот их задача ровно собрать все эти ивенты, написать стоит-машину, да, и сгенерировать вот этот вот историческую сводку. И потом опять команды. Там есть команда, которая real-time аналитику делает, есть команда, которая historical аналитику делает, есть команда, которая делает webhook, API integrations, да. То есть вот одни и те же данные, они залетают в 3 места. И опять же, казалось бы, вроде одни и те же данные, да, ай-яй-яй, и дубликация. Но с другой стороны, данные, в вид, в котором они идут в API и в веб-хуки, да, ну, совершенно другой вид данных, чем мы будем в Snowflake, в Looker, в дашбордах показывать. Правильно? То есть, ну, требования разные, поэтому вот это продукты разные, а данные там одинаковые. Более того, мы еще и следим за тем, чтобы они были одинаковые, потому что люди смотрят в API-шку, идут в дашборд и такие: "А, у вас не сходится". Вот, и мы потом бежим и разбираемся. Поэтому, ну, вот это вот пример датамеша из, моей реальной жизни вот сегодня в моем продукте. Есть еще фоллоуап вопрос про это?
Хорошо, да, я по-другому спрошу. Я на вопрос ответил, могу дальше идти? Алексей, я тебя не вижу, если честно. Поэтому так, по порядку тогда пойдем. Хорошо, я на этот ответил, отвечу на следующий. С точки зрения системного дизайна, где между фронтенд и бэкенд? Очень интересный вопрос. Честно, мы еще сами разбираемся. У меня в компании есть, в моем продукте есть прям выделенный фронтенд-архитектор. Почему? Потому что вот в нашем случае фронтенд-архитектура действительно есть. То есть, к сожалению, она через айфреймы, но у нас по-настоящему фронтенд состоит из портала, и потом, вот, например, мои команды, да, у меня есть Real-Time Analytics, у них есть свой фронтенд, который в виде айфрейма встраивается в портал. Historical Analytics, да, мы используем Looker. У Looker самая главная фича, почему мы используем, он встраиваемый в UI. То есть вы можете взять в свой продукт, встроить какие-то скрины из Looker. Вот это еще один Historical Analytics UI, который в себя встраивает в Looker и потом встраивается в этот портал. То есть фронтенд-архитектура существует, да. Э, но там она не отличается глобально с точки зрения архитектуры, да. У вас все те же там вот этот паттерн, который я только что написал, это называется микрокернел, да. У вас есть общая часть, которая отвечает за идентификацию там за какой-то core, и вы в него втыкаете плагины. То есть насколько у фронтенд архитектуры есть какие-то свои паттерны, вот я не очень уверен. Я считаю, что э, те же структурные паттерны, которые мы использовали там в микросервисах, да, то есть гейтвеем это ж такая же история, это микрокернел, у нас есть общая часть, да, и дальше микросервисы в него втыкаются, да, то есть как бы мы все равно так или иначе те или иные подходы переиспользуем, то есть способ их соединения меняется, да, то есть то, как мы соединяем бэкэнд, да, это может быть месседжинг, может быть API, во фронтенде, да, ну вот варианты либо iframe, либо model federation. Я пока третьего не слышал. Вот. Но структурно паттерны, они как бы те же. Вот, наверное, вот так вот мой будет вопрос. Так я отвечу на вопрос. И я давай спасибо, хорошо. Так, как избежать кольцевых зависимостей между дата-продуктами? Коротко, data governance, data lineage, да. То есть если у нас есть дата-продукты, если у нас есть дата-платформа, у нас есть дата-каталог, в котором мы публикуем data lineage, да, то есть каждый следующий дата-продукт должен отчитаться, из каких продуктов он собрался, и, по идее, вот в этом data lineage мы должны увидеть, что есть какая-то кольцевая зависимость. Но это такая тоже небольшая утопия, да, то есть, э, по факту архитектор должен ходить с палкой и не разрешать такие вещи. Зачастую всем этим заканчивается.